Глава 76. Дилемма. В древней гробнице были захоронены бесчисленные горы сокровищ, разве можно было забрать их все? Невозможно было откусить больше, чем можешь, с собой можно было унести лишь то, что действительно нужно. Смотрите, это примерная карта гробницы, и пока мы следуем маршруту, мы сможем избежать большинства опасных ловушек, тогда чего мы ждем? У нас мало времени, пойдемте. На карте древней гробницы тысячи трупов, было больше 200 отметок и множество запутанных тайных ходов, и без этой карты они бы искали их действительно долго. А древняя гробница будет открыта всего 2 дня, на дороге, которой они придерживались, было много трупов инь, и все они были покрыты черным мехом, ни одного трупа с белой шерстью. И если бы не подавляющие силы древней гробницы, то каждый черный труп был бы грозным существом, и они могли бы лишь мечтать о том, чтобы прорваться через их войско. Юн-Я использовала шар грома, чтобы расправиться с 3 трупами, Чу-Тянь не побрезговал забрать их сердце. Когда он убирал сердце в карман, на его руке появилась полоска крови, его кожу задела алая сабля Ци. Чу-Тянь быстро отдернул руку, и сабля рассекла землю. Слишком опасно. Если бы он помедлил хоть на секунду, он потерял бы руку. Цайды сердито посмотрела на Ян Чжана и сказала: «Парни, вы из-под тишка напали на Чу-Тяня». Ян Чжан холодно сказал: «Держа саблю, ты взял то, чего не должен был брать, и потеря руки была бы для тебя легким наказанием. Этот жалкий паршивец пытается украсть нашу добычу, быстро отдай сердце». Люди Ян Чжана окружили его. Чу-Тянь небрежно сказал: «Согласно предыдущему соглашению, половина отходит мне, а половина вам». Ян Чжан вскипел: «Почему мы, черт побери, должны отдавать тебе половину?» Чу-Тянь сказал: «Соглашение есть соглашение. Думаешь, старик в бронзовой маске нарушил бы его ради нескольких сердец?» Каждое сердце черного трупа можно было обменять на эликсир. Как люди Ян Чжана могли не сердиться? Как правило, они грабили людей, ничего не оставляя после себя. Как они могли позволить сопляку обойти их? Старик бросил страдальческий взгляд, но все же кивнул: «Конечно, не буду, ты можешь взять их, мы решили помочь тебе, а ты нами пользуешься. Если бы не женщина, которая защищает этого щенка, мы бы уже раскроили его пополам». Юн-Я холодно смотрела на 5 бойцов, про себя называя их глупцами. Ян Чжан взглянул на старика в бронзовой маске и выкрикнул: «Ты достойный старейшина секты из великой страны Чжоу, тебя не пугает, что это повредит твоему престижу?» «Заткнись», — холодно сказал старик. «Мы уже договорились о цене, и вы свое получите, когда мы выйдем из гробницы. До этого момента вы не получите ничего, потому что решение принимаю я». Людей Ян Чжана переполняла ненависть. Их жадность не знала границ, как они могли не мечтать о ценных сердцах, которые присвоил Чу-Тянь. Они действительно не знали, какие лекарства были у старика. Он в самом деле был вежлив с этим жалким отродьем. Они прошли через 8 дворцов, убили больше 200 черных трупов инь. Пламенный призрак подбежал к старику в бронзовой маске. «Старейшина, впереди скала». Старик поднял руку: «Давайте отдохнем немного». Чу-Тянь с любопытством спросил: «Почему мы остановились?» Старик серьезно сказал: «Сейчас увидишь, в густом тумане, в мрачной темноте, наполненной аурой смерти, перед ними возвышалась гигантская черная скала, от которой исходило давящее чувство. Это была 100-метровая отвесная скала. Перед ней висели тысячи древних гробов. Черные, покрытые узором паутины, испускающие алый, словно кровь, свет. Какая-то таинственная сила заставляла гробы плавать в воздухе. Им было, по меньшей мере, 1000 лет, и это ужасающее зрелище впечатлило всех. Старик пробормотал: «Это одно из самых опасных мест в древней гробнице, это легендарная скала 10 000 гробов». Чу-Тянь сказал: «Это ловушка». «А ты зоркий», — тяжело вдохнул старик, «здесь невероятно опасно, мы должны продумывать каждый шаг, а если мы оплошаем хоть один раз, то разбудим трупы инь, которые спят в гробах». Юн-Я ощущала, что трупы, скрытые в плавающих гробах, были по-настоящему страшными и пугающими. Тысячи древних гробов скрывали ужасающих существ. Это было самое впечатляющее зрелище, которое она видела в жизни. Юн-Я ощущала давление, исходящее от гробов, это была угнетающая аура. Тысячи древних гробов скрывали ужасающих существ. Это было самое впечатляющее зрелище, которое она видела в своей жизни. Юн-Я нахмурила лоб и спросила: «Как мы пройдем через них?» Старик в бронзовой маске вздохнул: «Никому еще не удавалось пройти через это, так что мы можем лишь надеяться на удачу, надеяться на удачу». «Что за глупости? Никто не смог выйти живым отсюда, а ты хочешь, чтобы мы попытались?» У всех были странные выражения, особенно у братьев Ян Чжана, которые чувствовали себя обманутыми. Чу-Тянь наблюдал за плавающими гробами. «Мы не могли бы, но, по моим наблюдениям, 3000 гробов следуют карте звездного неба, и я хочу проложить маршрут», все были поражены.
Он смог понять даже это. Старик спросил: «Ты можешь решить эту проблему?» «Не думаю, что это будет трудно», — Чутянь сделал паузу и продолжил: «но мне нужно немного времени». Ян Чжан насмешливо сказал: «Древняя секта влила всю энергию в создание этой диаграммы. Даже лучшие мастера диаграмм центрального государства не осмелились бы на это. А ты кто такой? Тебе не стыдно?» Старик сердито сказал: «Ты можешь заткнуться». Ян Чжан сказал, помрачнев: «Мы во многом помогли тебе, а ты продолжаешь поддерживать это жалкое отродье». Старик нахмурил лоб. 3000 парящих гробов невероятно опасны, и последствия представить трудно. Если наш друг уверен в своем решении, почему бы нам не попробовать? Конечно, если вы готовы проложить маршрут, я не возражаю. Ян Чжан тут же замолчал. Старика одолевало сильное чувство, что этот юноша не тот, кого можно понять с помощью здравого смысла. Бросаться туда было слишком опасно. Чутянь начал внимательно изучать диаграмму. Эта древняя гробница была хорошо построена, даже по меркам будущего, которое наступит через 30 тысяч лет. Но в глазах Чутяня она была довольно простой, и он нашел изъян, который позволял легко пройти через нее. Но вдруг сзади них раздался громкий голос: «Ха! Старик в бронзовой маске, ты убегал слишком быстро, тебя действительно было сложно догнать». У всех перекосились лица. Раздался отчетливый, легкий звон колокольчика, и сила этого звона была такой, что он мог вызывать смятение человеческой души и очистить разум. Колокольчик, управляющий душой. Лицо старика помрачнело. «Ян Кун, ты действительно заполучил его. А ты никогда не думал, что у меня получится?» Подошел Ян Кун, держа в руке древний колокольчик. Он был размером примерно с половину кулака, но с первого взгляда становилось ясно, что его окружает древняя аура. Их медленно окружали 100 трупов инь, покрытых черным мехом, их глаза сияли зеленоватым свечением. Кайяна окружали 10 бойцов, и лицо старика стало еще мрачнее, когда он осмотрел их, потому что понял, что каждый из них далеко не обычный человек. Мрачный старик, опираясь на посох, вышел вперед. «Старик в бронзовой маске, тебе настолько плохо жилось в великой стране Чжоу, что ты пришел в страну южного лета, чтобы испытать тяготы поисков и присвоить сокровища». Черные глаза старика в бронзовой маске светились фиолетовым светом, вероятно, он активировал технику слежения. Мрачный старик, стоящий возле Ян Куда, был бойцом 3-го уровня пробужденной души. «Ну и кто ты такой?» «Цуй Юн». «Цуй Юн». Ян Чжан побледнел. Цуй Юн был знаменитым бойцом, который специализировался на иллюзиях и таблицах. «Приветствую, даос Цуй Юн». Взгляд старика упал на мужчину средних лет, который стоял рядом с Ян Куном. Он был высокого роста, но лицо было бледным, как бумага. На его плече сидел демонический зверь, похожий на обезьяну, а тело окружала странная аура. Должно быть, это его превосходительство Хао Ченгуй. Мужчина средних лет поднял голову, но ничего не сказал. Его взгляд был равнодушным. Старик в бронзовой маске тяжело вздохнул. Никто из них не мог сравниться с Ян Куном. Неудивительно, что он вместе с Цуй Юном и Хао Ченгуном смог пройти через нору трупов и заполучить колокольчик, управляющий душой. Цуй Юн был бойцом 3-го уровня пробужденной души, его сила не уступала силе старика в бронзовой маске или силе мастера ветра инь. Хао Ченгун достиг 2-го уровня пробужденной души, но недооценивать его было нельзя. Эта обезьянка, которая была злобным крушителем, передавалась в его семье из поколения в поколение. Ей было около 200 лет, и для самосовершенствования этого существа использовали кровь, так что оно могло поразить любое живое существо. Приносить животных в жертву начал дедушка Хао Ченгуна, поэтому тот получил существо, сила которого стала значительной. Ян Кун и его нечеловеческая сила. Цуй Юн и его знания о том, где скрываются призраки. Хао Ченгун и его злой крушитель. Не стоит забывать о 10 сильных бойцах и 100 трупах, их силы были неравны, разрыв между ними был колоссальный. Юн Я посмотрела на них. «Что ты собираешься делать?» Молодой мастер фиолетовой молнии Юн Я. Какое совпадение? На лице Ян Куна появилось удовлетворение. «Просто отдай свои сокровища, и я подарю тебе безболезненную смерть». Старик в бронзовой маске хрипло произнес: «Ты хочешь убить нас, но не боишься последствий». Последствия. Ха. Ян Кун поднял руку с колокольчиком, его взгляд был сумасшедшим. В моей руке колокольчик, управляющий душой, я командую сотней черных трупов, и каждый из них достиг 3-го уровня пробужденной души. Где еще в стране южного лета можно найти такую могущественную армию? Кто посмеет пойти против меня? Колокольчик действительно был отличным сокровищем. Кто бы мог подумать, что он попадет в руки Ян Куна? У братьев Ян Джана были испуганные лица. «Господин Ян Кун, мы не желаем становиться вашими врагами. Если вы спасете нас, мы отдадим вас все, что у нас есть, и будем выполнять ваши приказы».
5 сабель центрального государства. Ян Кун потер подбородок. У вас, парни, есть мастерство. Пусть даже у меня есть колокольчик, управляющий душой, мне понадобится несколько помощников. Хорошо, я не буду вас убивать. Старика в бронзовой маске переполнял гнев. Презираю вас. Спасибо, господин Ян Кун. Ян Джан с радостным лицом подбежал к Ян Куну, оставив старика в бронзовой маске, придав его без колебаний. Господин Ян, у них есть адский меч и шар грома. Ха-ха-ха. Небеса на моей стороне. На лице Ян Куна показалась жадность. С этими сокровищами и богатством старика мы можем создать собственную секту, мы можем стать известными и больше не быть бойцами-одиночками. Лица Цуй Юн и Хао Ченгуна были взволнованными. Почему они помогали Ян Куну? Только ли ради этого? 5 сабель центрального государства были скорее грабителями, чем бойцами, но их силой можно было воспользоваться. Что касается остальных. Они должны были умереть, Цайде и Юн Яо были в отчаянии. Перед ними был Ян Кун и его люди, за ними была скала 1000 гробов. Ян Кун был слишком силен, победить его было невозможно. Скала 1000 гробов была самым опасным местом древней гробницы, пройти через 3000 плавающих гробов было невероятно трудно, не говоря уже о том, что броситься туда со всех ног. Их преследовал отряд, а идти было некуда. Пойдут они вперед или назад, закончится все одинаково плохо. Казалось, у них нет возможности сбежать, и Юн Яо и старик в бронзовой маске поникли. «Внимание!» — тихо сказал им Чутянь. «Есть небольшой шанс выжить, просто следуйте за мной и будьте аккуратны, потому что одна оплошность и всему конец. Помните, что это единственный шанс спастись». Глава 77. Черный нефритовый гроб. В этой древней гробнице до сих пор много сокровищ, которые только и ждут того, чтобы их взяли. Ян Кун потряс колокольчиком, который держал в руке, и трупы, до этого стоявшие, словно скульптуры, зашевелились. Их глаза засветились зеленым, они словно пылали призрачным пламенем. «Я не хочу тратить на вас время». Здесь было 100 черных трупов инь. Какая ужасающая боевая мощь лица старика в бронзовой маске, Юн Я, пламенного призрака, ледяного демона и Цайды уродливо искривились. Это скверно, что им теперь делать, чтобы они не сделали, это будет тупиком. Неужели им действительно нужно пройти через 3000 парящих гробов? Ян Кун громко зарычал: «Брат Цуй, брат Хэй, начинаем». Из тела Цуй Юна вырвалось черное демоническое пламя, и за ним возник духовный источник в форме глаза. Когда он открылся, их накрыла невероятная духовная сила. «Спите спокойно». Они ощущали, как дрожат их тело. Подул холодный ветер, в воздухе появилось бесчисленное количество отвратительных клыкастых зеленых призраков, которые кричали и держали в руках трезубцы. Старик в бронзовой маске громко крикнул: «Это лишь иллюзия». «Не удивляйтесь». Ян Кун холодно хмыкнул. Кажется, у бронзовой маски есть некоторые навыки. Хао Чэньгун ничего не сказал, но его глаза засияли яростным светом. Злой крушитель открыл рот, и оттуда начал выливаться темный туман. Черный туман был тем, что осталось от бесчисленных призраков, которых поразил злой крушитель за 200 лет. Крушитель действительно был странным существом. Он был не слабее бойца пробужденной души. Вперед! Чутянь вытащил 2 талисмана и выпустил огромные клубы дыма, мгновенно лишив Ян Куна обзора. Чутянь шагнул к 3000 парящих гробов. Если они войдут, они умрут, если не войдут, тоже умрут. Он мог воспользоваться возможностью. Старик в бронзовой маске, Юн Я и остальные, скрипив сердце, помчались за Чутянем. Ни одного неосторожного шага. Громко выкрикнул скрытый дымом Ян Кун. Здесь 3000 парящих гробов, бежать некуда. Нам просто нужно охранять это место, мы не можем позволить им спастись. Дым висел несколько секунд, а потом испарился. Ян Кун смотрел них, а они за такой короткий промежуток времени преодолели несколько километров и уже были у пещеры в скальной стене. Как это случилось? Может быть, парящие гробы потеряли свою силу? Ха! Чутянь, стоящий у входа в пещеру, кричал, подняв адский меч. «Дурачина, ты ведь хотел себе адский меч. Сейчас он у меня. Не бойся, иди и забери». Ян Кун взорвался гневом: «Уничтожить их!» Зазвенел колокольчик, управляющий душой. 100 черных трупов инь бросились к скалам. Цуй Юн, заметивший, что парящие гробы не потеряли свою силу, быстро крикнул: «Не надо!». Слишком поздно, трупы уже бросились к скалам. Рот Чутяня искривился в улыбке. Он действительно идиот. Скала задрожала. Несколько гробов упали, врезавшись в землю, словно мечи, и мощная сила моментально пробила крышки гробов.
Одна за другой из гробов вставали залитые кровью человеческие фигуры, чьи глаза светились алым. Тело Ян Куна вздрогнуло, тысячелетние трупы. Больше всего было белых трупов инь, за ними следовали черные трупы, и вот появились трупы с красным мехом. Чтоб появился один такой труп, нужно было 1000 лет, но что такое 1000 лет? Это жизнь целого клана, трупы не были живыми существами и могли существовать вечно, и чтоб стать тысячелетними, нужно было лишь немного удачи. Первым важным фактором было место. Энергия распределялась по континенту неравномерно, и были места, богатые духовной энергией. Духовная жила страны Южного Лета была настолько тонкой, что там не могли появиться высшие существа. Не говоря уже о тысячелетних трупах, которые за 10 000 лет могли превратиться в трупы-монстры. Эти плавающие гробы были частью области, которая собирала энергию инь. И у трупов, лежащих в этих гробах, были все шансы стать тысячелетними трупами. У этого Ян Куна действительно не было мозгов, он идет вперед, стоит его лишь оскорбить. Нам нужно идти. Чу Тянь не хотел сражаться с трупами-монстрами. Они не могли сравниться с королем-духом, но такое массовое пробуждение трупов-монстров могло закончиться плохо для всех, группа людей скрылась в скале. Проклятие! Почему? Кричал Ян Кун, придя в ярость. Почему с ними ничего не произошло? С группой старика в бронзовой маске ничего не случилось, но Ян Кун мгновенно разбудил покойников, и несколько ужасающих трупов монстров уже окружили его. Вперед! Мы должны убить их! Истерично вопил Ян Кун. Раздавались громкие звуки, гробы ломались, выбрасывая густой алый туман, который мгновенно заполнил всю область. Скверно. Трупный яд. Несколько бойцов, окруженные красным туманом, начали кричать, словно их кожу растворяла сильная кислота. Их тело, с ног до головы обтянутые кожей, превратились в страшные окровавленные трупы. Жалкие крики несчастного бойца вскоре превратились в рев, а глаза наполнились жестоким алым светом. Он пошел вперед, чтобы напасть на окружающих его людей. Трупный яд трупов монстров не только убивал людей, но и воспламенял их духовную энергию, быстро превращая человека в монстра. Бесполезные ничтожества. Убейте их ради меня. Ян Кун встряхивал колокольчиком. Трупы инь рванулись, преграждая дорогу бойцам, пораженным трупным ядом. Крушитель взревел, и черное облако тут же скрыло труп отравленного бойца, мгновенно превратив его в горстку иссушенной плоти. У нас преимущество в количестве. С чего бы нам их бояться? Трупы-монстры сильны, но они не могут пользоваться своей силой в древней гробнице. Убейте. Убейте их ради меня. Черные трупы напоминали куски бумаги, вмиг разрываемые трупами-монстрами. Их тело окружал трупный яд, и никто не осмеливался к ним приближаться. Ян Кун, рассердившись, освободил духовную энергию, и за его спиной появилась 3-метровая золотая рука. Духовный источник «Золотая рука», сила Ян Куна выросла в 10 раз, он ударил кулаком труп-монстра. Кулак духовной силы. Огромный золотой кулак столкнулся с кровавым туманом, ядовитый туман оставил от кулака лишь половину. Но у Ян Куна было преимущество, потому что золотой кулак рвался вперед, рассеивая кровавый туман, и, наконец, врезался в грудь трупа-монстра. Раздался страшный взрыв, и земля разлетелась во все стороны, а черные трупы, что находились поблизости, оказались отброшены. Труп-монстр врезался в скалу, словно комета, оставив гигантскую вмятину. Удар был действительно мощным, его боевая техника была связана с закаливанием тела, так что даже в древней гробнице Ян Кун мог пользоваться большей частью своей силы. В нынешнем состоянии Ян Кун мог сразиться с бойцом пробужденной души 1 или 2 уровня. «За мной! Убьем проклятых негодяев!» Злой крушитель выдохнул черный туман, скрывший тело бойцов. Крушитель был величайшим врагом злых существ, так что трупы-монстры не могли к ним приблизиться. С помощью черных трупов Инь Ян Кун, Цуй Юн, Хао Чэнь Гун и братца Ян Чжана пробегали мимо гробов. Чу Тянь, старик в бронзовой маске, Юн Я, Цайды и остальные вошли в главный зал, который располагался внутри большого холма. Дворец был небольшим, а пол был покрыт черным и невероятно гладким нефритом. Украшений в зале совсем не было, а вокруг каждой огромной колонны была обернута большая черная цепь. Десятки черных цепей соединялись в центре, опутывая огромный черный нефритовый гроб. На его крышке была высечена отвратительная демоническая фигура. Его опутывали 12 черных цепей. Внутри должен был лежать король трупов, старик не мог успокоиться. Король трупов так близко. Когда он заполучит его сердце, то окажет секте большую услугу, его крупно вознаградят, и он будет купаться в славе. Сам вид черного нефритового гроба заставлял всех усиленно нервничать. Его сковывали цепи, и это уже не было хорошим знаком. У Чу Тяня было неприятное чувство. Ты уверен, что хочешь разбудить это существо?
В любой момент сюда может прийти Ян Кун, и мы не сможем справиться и с ним, и с королем трупов. Он еще не пришел, так что у нас есть шанс», — сказал старик, не раздумывая. «Я так долго страдал, чтобы найти его, и теперь король трупов у меня в руках. Как я могу упустить его? Пламенный призрак, ледяной демон, ломайте печать». Есть. Несколько ударов, и цепи, сковывающие черный нефритовый гроб, были уничтожены. Главный зал задрожал. Старый дурак, почему он не прислушался? Все знают, насколько страшен король трупов. Лицо Цайды побелело, а сердце наполнилось тревогой. Чутянь протянул ей талисман. Он может скрыть твою ауру, это гарантирует тебе безопасность. Ты должна отсидеться в стороне. Цайды горько улыбнулась. Она понимала значение слов Чутяня. Цайды была слишком слаба, и ей не стоило бороться. Дрожь стала сильнее, воздух медленно заполняла древняя аура. Старик стоял в 10 метрах от черного нефритового гроба. «Приготовьтесь, я собираюсь разрушить гроб». Чутянь сжал адский меч, а Юн-Я обхватила шар грома. Старик в бронзовой маске издал низкий рев, сгущая черную духовную энергию, и у него над головой вдруг появилась демоническая сабля в форме полумесяца. Духовным источником старика была эта изогнутая демоническая сабля. Сжав руки, он опустил их вниз, и демоническая сабля, оставляя след из полос черного света, упала на нефритовый гроб. Раздался громкий звук. Время словно остановилось. Глава 78. Беспорядочное сражение во дворце короля трупов. Старик в бронзовой маске атаковал, приложив всю свою силу, словно от этого зависела его жизнь. Не прозвучало ни звука. Не появилось ни царапины. Не было даже ни одной искры. Это странное зрелище поразило всех, старик сердился от стыда, еще раз активируя духовный источник. Результаты были такими же, черный нефритовый гроб оставался целым, несмотря на то, что каждая атака была мощной. Это бессмысленно, почему они преодолели столько тягот и теперь не могут его открыть, вдруг Чутянь что-то почувствовал, подождите, внутри что-то движется. Каждый внимательно наблюдал за черным нефритовым гробом, который начал вибрировать, покрываясь тонкими трещинами, которые трудно было рассмотреть невооруженным глазом. Эти трещины были вызваны не атаками старика, а тем, что было внутри. Словно неизвестная сила медленно прокладывала себе путь. Черный нефритовый гроб должен был распахнуться. У старика даже не было времени, чтобы обрадоваться, он услышал громкий рев, раздавшийся у входа. Его лицо перекосилось, они преследовали нас. Остальные были удивлены. Они пришли не слишком рано и не слишком поздно, выбрав подходящий момент. Думали, вы можете здесь спрятаться. Дико смеялся Ян Кун, бросившись к ним, его правую руку окружало золотистое сияние. «Умрите!» Чутянь ухватил Цайды и уклонился от удара. Юн-Я подняла шар грома, создав большой барьер грома и молнии. Гигантский золотой кулак ударил по электрическому барьеру, создав гигантскую вмятину. Даже с шаром грома Юн-Я едва могла противостоять Ян Куну. Сила его тела была слишком мощной и не уступала силе дикого зверя, ее не уменьшило даже давление древней гробницы. «Ты самая слабая из 4 молодых мастеров, не говоря уж про Чу Синьхэ!» Сердито крикнул Ян Кун, пробив барьер Юн-Я и оттеснив ее на несколько шагов. Ян Кун крикнул братьям Ян Чжана, которые неохотно догнали его: «Я позабочусь об этой девушке, а остальных вы берите на себя». Ян Чжан дико улыбнулся: «Убейте их всех». Никто здесь не был обычным человеком. Это сражение обещало быть тяжелым. Лицо старика в бронзовой маске наполнилось тревогой. Пламенный призрак, ледяной демон, остановите их. Призрачные братья были восходящими звездами секты, которых старик взял с собой. Они были элитой молодого поколения, они выросли в крупном королевстве и культивировали высшие техники, их сила не была низкой. Хотя их истинная сила была слабее, чем сила 5 сабель центрального государства, но в подавленном состоянии 5 сабель были для них не таким уж и противниками. «Брат Хау, отдаю тебе этих 2 ублюдков, чтоб ты накормил крушителя. Позволь мне разобраться со стариком». Цуй Юн взмахнул рукой и достал черный талисман, демонический глаз, светящийся над ним, начал излучать черное пламя, которое превратилось в высокого демона, держащего гигантский молот. Он направился к старику в бронзовой маске. Старик призвал демоническую саблю, и она разрезала демона пополам с такой скоростью, что никто не успел заметить этого вооруженным глазом. Похоже, у даоса Цуй Юна посредственные силы. Я еще не начинал. Демон, разрезанный пополам, не исчез, а превратился в 2 демонов. Но демоническая сабля старика в мгновение сделала еще несколько взмахов.
Однако демонов становилось все больше, пока перед ними не появилась густая толпа. Что это была за магия, бойцов небольших стран не стоило недооценивать. Чутянь и Цайды схватились за мечи, Хао Чен-Гао с холодным лицом хлопнул в ладоши и внезапно напал, обрушив на Цайды черный массив. Меч осенней воды светился. Цайды отступила на несколько шагов. Она была здесь самой слабой, но ее оружие было высокого класса, поэтому она могла проявить силу 9 уровня совершенного тела. Крушитель, издав рев, спрыгнул с плеча Хао Чэнь-Гуна и ускорился, превратившись в фиолетовую тенью слишком быстро. Тень бросилась на них, Чутянь активировал звездный свет, чтобы защитить тело, и ощутил прикосновение к спине. Ему показалось, что его ударило молнией, через тело прошла жгучая боль. На его спине и на колонне, что стояла рядом, темнели глубокие царапины. Крушитель, стоящий на колонне, снова превратился в фиолетовую тень и нацелился ему в грудь. Он почти измотал Чутяня. Думаешь, Чутяня легко напугать? Чутянь открыл глаз разума и мгновенно увидел путь Крушителя. Он взмахнул мечом, и злая призрачная ци заполнила воздух. Пугающая жестокость остановила Крушителя, и ярко светящийся меч полоснул воздух. Лицо Хао Чен-Гуна помрачнело. «Беги!» Крушитель издал жалкий крик, 2 отрезанные лапы упали на пол. Холодное лицо Хао Чен-Гуна наполнилось гневом, он быстро прочел заклинание, и лапы полетели обратно к Крушителю. «Ты ранил моего зверя. Я сделаю так, что ты сдохнешь». Хао Чен-Гун был разгневан. Крушитель, разум которого был связан с разумом хозяина, поднял голову и закричал, изрыгая массы темного тумана. Покидая рот, черный туман просачивался обратно в пары его тела. Что происходит? 10-сантиметровый крушитель увеличивался, пока не достиг 10 метров. На странном теле обезьяны не было меха, его кожа напоминала черный камень, а окружала его дикая, порочная аура. «Убей его!» — громко прокричал Хао Чен-Гун. Тело странной обезьяны окружили светящиеся руны, исполинский кулак врезался в землю с такой силой, что люди едва сохранили равновесие. Если бы Чутянь не был таким быстрым, то уже превратился бы в котлету. Этот зверь был не слабее Янкуна. Кулаки обезьяны грохотали по полу, словно неистовый шторм, непрерывно атакуя Чутяня, оставляя в черном нефрите вмятины. Чутянь мог использовать лишь гиперфокус, чтобы избегать атак, словно порхающая бабочка. Было ясно, что он в невыгодном положении. Как этот паршивый мог быть таким юрким? Чутянь видел, что основная функция Крушителя — это победа над демонами, и хотя он мог временно увеличивать прочность тела, достигая 3 уровня пробужденной души, но он не мог атаковать слишком долго. Ян Чжан холодно сверкнул глазами. «Ребята, этих двоих я оставляю вам, а сам пойду за адским мечом». В его руке запылала длинная сабля. «Ублюдок! Никогда бы не подумал, что ты окажешься у меня в руках». Пламя на сабле становилось все сильнее, пока не скрыло ее полностью. Он уже намеревался пронзить этого неприглядного паршивца клинком, выразив всю накопившуюся злобу. Лицо Цайды было полно тревоги, потому что Чутянь был в опасной ситуации. Его губы искривились в холодной улыбке, и его духовная энергия, высвободившись, приняла форму расплывчатого меча. Ян Чжан удивился. Его духовный источник — меч. Он действительно скрывал свою силу. Через минуту после появления меча демонического бога ужасающая древняя аура заполнила зал. Мощь демонического меча лишь усилила адский меч, на его лезвии засияли древние руны, и меч засветился, излучая безграничную мощь. Словно бог разрушения пробудился от глубокого сна, в очередной раз продемонстрировав свою разрушительную силу. Как это возможно? Ян Чжан чувствовал, как его охватывает ужасающая аура, а холод проникает в глубины души, заставляя его погружаться в ад, полный воплей мертвецов. Меч, светящийся фиолетовым, рассек пылающую саблю. Светящийся меч упал на тело Ян Чжана и разрезал его. Всего один взмах, глава печально известных 5 сабель Центрального государства. Чутянь убил его одним ударом. 4 братьев в панике выкрикнули «Старший брат!». Чутянь поднял меч, который снова покрылся разрушительной силой, и напал на странную обезьяну. Обезьяна, напуганная ужасающей властью, отлетела на несколько футов и превратилась обратно в Крушителя. Лицо Хао Чен-Гуна помрачнело. Скверно, сила этого ублюдка была слишком впечатляющей. Крушитель оказался слабым противником, Чутянь скрывал свою силу, но теперь он созрел и без колебаний демонстрировал ее. Он действовал как коварный старый лис, хотя выглядел как юноша. Что происходит? Почему этот ублюдок такой сильный? Ян Кун тоже был поражен. Он ничуть не уступал Юн Я, вооруженный шаром грома. Было непонятно, кто сегодня выйдет победителем. Старик в бронзовой маске увидел, что Чутянь сильнее, чем он думал, и тут же оценил его уверенность. Вложив все силы в демоническую саблю, он защищался от Даоса Цуюна. «Ты смеешь испортить мне планы, так что просто сдохни». Сзади раздался взрыв, безо всякого предупреждения.
Гроб из черного нефрита оказался открыт, и из него вышло красное человеческое существо. Это Цуй Юн, впав в панику, быстро забыл про атаку и отбежал на 30 метров. Старик ощутил, как холодная аура окружает его тело, он быстро обернулся и увидел прямо перед собой ужасающее лицо. Это было женское лицо, неожиданно реалистичное, трудно было сказать, что это труп инь, лишь глазницы были пустыми, словно глубокая и темная бездна. Самым страшным здесь было это лицо, это было неожиданно красивое лицо, похожее на лисью морду. Человек-лиса. Что за демон это был? Из ладони короля трупов вылетел выстрел, и старика в бронзовой маске разбросало по залу, тело разорвало пополам, одна половина ударилась о левую стену, другая о правую, и обе эти половины превратились в месиво. Пламенный призрак и ледяной демон были потрясены, старейшина. Старик в бронзовой маске умер, он был бойцом 3-го уровня пробужденной души, он был не слабее мастера ветра инь, но его убили всего одним ударом. Король трупов выпрыгнула из черного нефритового гроба, и это была женская фигура, но ничто не указывало на то, что это труп инь. Кожа была бледной и невероятно гладкой. Длинные черные волосы, кроваво-красные одежды, бледная кожа — все это принадлежало обычному человеку. Все, кроме лисьей морды. Живот трупа был сильно вздут. Словно она уже много месяцев была беременна, не может быть. Разве могут женщины-трупы беременеть? Она была запечатана в гробу, по крайней мере, 1000 лет. И если эта женщина родит, то родит невероятно злобное чудовище. Это будет король трупов. Наконец-то он родится. Глава 79. Королева трупов с лисьей мордой. В глубоких глазах женщины светились 2 красные искры, похожие на демонические огни. Они создавали ауру, которая заполняла человеческий разум злыми мыслями. Она текла рекой, заполняя весь зал. Какая ужасающая аура, но через несколько секунд ее длинные волосы стали белеть, будто она начала становиться слабее. «Вы разбудили меня». Королева трупов шла вперед, ее черные губы подрагивали, а голос доносился из глубины горла, словно из адской бездны. «Вы все слишком слабы, не подходит, не подходит». Что это значило? Интеллект короля трупов превышал интеллект короля духа, ужасающая аура королевы трупов заставила братьев Ян растерять все мужество. «Бежим». 4 их обернулись, чтобы сбежать. Королева трупов, покрытая черной ци, сделала шаг вперед, и ее тело преодолело около 10 метров. Один взмах ладони, голова взлетела высоко в воздух. Удар кулаком, грудная клетка прогнулась. Сделав еще 2-3 молниеносных шуга, она легко догнала оставшихся 2 и вырвала им сердце. Она сжала кулаки, сдавив их сердце. Королева трупов была слишком быстрой, и люди не могли рассмотреть ее передвижение. Ян Кун. Чу Тянь поднял адский меч. Если не хочешь умереть, то давай работать вместе. Слишком сильна, она слишком сильна, знаменитые зловещие 5 сабель центрального государства. Королева трупов легко расправилась с 4 из них. Она даже не использовала истинную силу, потому что в таком случае уже все были бы мертвы. Отлично. Кивнул Ян Кун. Брат Хау, брат Цуй, разберемся с ней, а потом с ублюдком. Вы, в уголках глаз королевы трупов показались морщины, и ее взгляд стал насмешливым. Муравьи. Ты всего лишь дохлятина, как ты смеешь быть такой высокомерной? Взревел Ян Кун и бросился вперед. Его руки были покрыты золотистой энергией, он готовился напасть на королеву трупов. Королева трупов сделала всего 1 легкий шаг, ее тело исчезло и появилось в 10 метрах от прежнего места. Удар Ян Куна поразил воздух. Цуй Юн и Хао Джен Гун быстро рванулись вперед, чтобы оказать поддержку. Королева трупов отвлеклась, крикнул Чу Тянь призрачным братьям: «Вы не можете нам помочь. Уведите Цайды». Их старейшина уже умер. Зачем им здесь оставаться? Лучше бы им взять Цайды и отступить. Чу Тянь посмотрел на Юн Яа: «Вперед!» Лисья морда королевы трупов, которую окружили 5 человек, оставалась безразличной, а ее глаза сияли демоническим красным светом. Этот ужасающий взгляд напоминал меч, пронзающий тело. Волосы королевы трупов медленно белели, на плоти стали появляться морщины, она медленно произнесла: «Все слабые должны умереть». Из 7 отверстий ее головы начал выливаться черный дым. Постепенно он превратился в 10-метрового скелета, который запрокинул голову и взревел, словно демонический король, и Ян Кун в панике кричал: «Черт возьми! У нее есть духовный источник». Чу Тянь посмотрел на скелет и сказал: «Конечно, оно не может создать духовный источник». Королева трупов спала слишком долго, накапливая энергию инь, и создала небесный источник, который похож на духовный источник. Ян Кун сердито сказал: «Кого это волнует?
Быстро атакуем. Разберитесь с ней. Юн-Я держала над головой шар грома, который сиял ярко и ослепительно, словно солнце. Бесчисленные молнии соединялись друг с другом, и эта сила, подавляющая демонов, мгновенно окружила королеву трупов, ограничив ее движение. Глаза королевы трупов засветились, и она низко и глухо взревела. Ее холодный, презрительный рев был полон жестокости. Черный скелет шевельнулся, и гигантская ладонь рванулась вперед, сметя своей дикой силой молнии. Для королевы трупов это было детской игрой. Молния могла сдерживать демонов, но не могла остановить королеву трупов. Это была необычная королева трупов. Цуй Юн крикнул: «Шара грома недостаточно, брат Хау, попробуй крушителя». Сила крушителя, которому 200 лет приносили жертвы, была очень мощной. Именно она помогла Ян Куну пробиться через толпу трупов монстров. Тысячелетние трупы-монстры боялись крушителя. Так что он должен был справиться с королевой трупов. Из пасти крушителя, который сидел на плече Хау Ченгуна, вытекло густое облако черного дыма, мгновенно окружившее королеву трупов. Разберись с ней. Глаза Хау Ченгуна пылали от волнения. Королева трупов, наполненная злом, существовала больше 10 тысяч лет, и если крушитель справится с ней, он станет непревзойденным зверем, который будет гораздо сильнее бойца пробужденной души. В ту минуту, когда черный туман коснулся демонической фигуры, она тут же поглотила черный туман. Крушитель издал жалкий крик, из 7 отверстий его головы потекла кровь, и он упал с плеча Хау Ченгуна. «Нет!» Завопил Хау Ченгун, жадность исчезла из его взгляда. Вдруг скелет взревел, и вперед хлынула духовная волна, заставившая людей испытать щемящую душевную боль, а за волной последовало бушующее темно-красное облако. Оно состояло из миллиардов крошечных лезвий и больше напоминало мясорубку. Хау Ченгун и Крушитель, не успевшие даже увернуться, тут же взорвались на мельчайшие кусочки, превратившись в кучу рубленого мяса, которое забрызгало стены. Самый большой кусочек был не больше ногтя. Облако, похожее на торнадо, вернулось к королеве трупов, которая, вытянув ладони, стала образовывать энергетический шар. Чутянь быстро активировал стеклянное тело. Будьте осторожны. Сейчас он взорвется. Шар взорвался, и ударная волна охватила несколько сотен метров. Юн-Я, быстро активировав шар грома, образовала вокруг себя плотный барьер из молний. Ян Кун использовал свой духовный источник, однако Цуй Юн не знал ни одной оборонительной техники и мог лишь наблюдать, как темно-красное облако надвигается на его тело. Плоть и кровь забрызгали зал, еще одного человека разрезало на куски, королева трупа сделала шаг, покинув центр шторма. Удар пробил барьер из молний, который тут же разрушился, и Юн-Я, словно воздушный змей, пролетела 10 метров, после чего приземлилась у входа в зал. Она сломала больше 10 костей, а шар грома потух, словно впал в глубокий сон, потеряв всю свою силу. Удар духовного кулака. Ян Кун выбросил вперед золотой кулак. Хрупкая бледная ладонь легко ухватила гигантский кулак. Ян Кун не мог сбежать, на его лице появилась паника. Плохо. Королева трупов ухватила Ян Куна за руку, и черный туман начал вливаться в его тело. Ян Кун издал жалкий крик, и его сильное тело, вмиг почерневшее, стало тонким, словно истлевшая древесина. Ян Кун рухнул, превратившись в горстку пыли. Юн-Я и Ян Кун, эти могущественные люди, так легко проиграли. Не может быть, победить было невозможно, она оказалась слишком сильной, подавляющая сила древней гробницы была бесполезной, королева трупов без труда расправилась с Хау Ченгуном, Цуй Юном, Юн-Я и Ян Куном. Наконец она повернула голову, и ее демонический взгляд упал на Чутяня. Она смерила Чутяня таким взглядом, словно не хотела ничего предпринимать, а затем хрипло сказала: «Ты немного отличаешься от них». Ее волосы уже почти побелели. Королева трупов холодно сказала: «Я дам тебе шанс, делай свой ход». Она без труда убила Ян Куна. Чутянь, не решившись на ближний бой, активировал кольцо на пальце правой руки, и вперед вылетел меч Ци. У Чутяня не было надежды на то, что он хотя бы ранит королеву трупов. Он тянул время, чтобы кинуться к трупу Ян Куна и схватить колокольчик, управляющий душой. Королева трупов протянула палец. Меч Ци тут же понесся в сторону Чутяня. Черт, выхода не было. Чутянь, который двигался даже медленнее Юн-Я, был для королевы трупов улиткой. Освободив духовный источник в виде демонического меча, он поднял адский меч, покрытый сиянием, и полоснул воздух, отправив зеленый меч Ци. Сделав шаг, королева трупов мгновенно появилась перед ним и схватилась правой рукой за лезвие меча. Скверно. Чутянь не мог отобрать меч. Он был безоружен, все кончено. Чутянь никогда не видел королеву трупов так близко, не видел ее странное и прекрасное лицо. Ее глубокие темные глаза сияли красным светом, а его тело окружила аура опасности. Это... Нет. Королева трупов увидела духовный источник Чутяня, и на ее лице показалось разочарование.
Нет, ты не тот, кого ждет святой господин. В воздух выплеснулась жажда убийства, и если королева трупов решит убить его, то Чутянь уже через секунду будет мертв. У него не было выбора. Он должен был сделать хоть что-то. Из тела Чутяня вырвалась давящая энергия, за его спиной появилась яростная тень. Увидев его второй духовный источник, королева трупов задрожала и сделала несколько шагов назад. Эта королева трупов замерла на месте. Ее волосы стали полностью белыми, словно у человека, близкого к смерти. Ее демонический взгляд был прикован к тени, а удивление на лисьей морде наконец сменилось узнаванием. «Да, это ты». Пророчество сбылось. Скелет, издав глухой рев, разрушился, словно не мог противостоять божественной силе тени. Что за несусветную чушь говорит королева трупов? Не стоит думать об этом. Кого это интересует? Для начала нужно сбежать. Это было не бегство, а стратегическое отступление. Разве могло сражение с существом, которого не сдерживали даже силы древней гробницы, закончиться чем-то иным? С помощью тени Чутянь взлетел в небо, словно стрела, словно молния, и пролетел больше 30 метров. Глава 80. Загадочный лисенок. Королева трупов на несколько секунд замерла. Ее странная красивая лисья морда стала бледной, а кожа еще сильнее покрылась морщинами. Сухие белые волосы стали падать, словно осенние листья. Что происходит с королевой трупов? Покинув черный нефритовый гроб, она стала постепенно терять силы и теперь окончательно напоминала умирающую старуху, но ее живот все это время распухал сильнее и сильнее, словно она была женщиной на последнем месяце беременности. Что за тайны скрывала королева трупов, Чутяню было невероятно интересно, но он не мог этого узнать. Королева трупов была слишком сильной, она копила энергию не больше 10 тысяч лет и могла подавлять даже силу древней гробницы. У Чутяня не было никакого плана, но ему, к счастью, повезло. Основной духовный источник Чутяня мог вызвать сильный страх. Но он не знал, как долго это продлится. Здесь лучше не задерживаться. Бросившись к выходу, Чутянь прошел мимо тела Юнья, которая не двигалась, но, кажется, еще была живая. Взяв ее на руки, он продолжил убегать из главного зала. «Если мы выживем, не забывай, что ты должна мне уже 2 жизни». Бледное лицо Юнья было покрыто кровью, ее одежды окрасились алым, но она, кажется, была в сознании, потому что ее губы едва шевелились. Она не могла сказать ни слова. Чутянь бежал, бережно держа Юнья на руках. Через минуту тень исчезла, королева трупов пришла в себя, и дворец задрожал от глухого рева. Хлынула злая аура, заполняющая каждую щель дворца. Королева трупов сделала несколько шагов. Это казалось медленным, но было невероятно быстро. Каждый раз, когда королева трупов делала шаг, она проходила несколько метров. Слишком быстро, Чутянь не мог сбежать от королевы трупов. Сражение у скал продолжалось. Бойцы, которыми командовал Ян Кун, уже умерли, остались лишь черные трупы инь, которые боролись с трупами-монстрами. На стороне черных трупов было численное преимущество, и они временно побеждали, но их осталось уже меньше половины. Пламенный призрак, ледяной демон и цайды прятались между большими валунами, их лица были полны тревоги. Они выходят. Во взгляде цайды промелькнуло удивление. Чутянь, держащий Юнья, двигался невероятно быстро. Они даже не успели обрадоваться, потому что ощутили внезапный поток царственной ауры. Из пещеры вытекал бесконечный поток алой энергии. Из пещеры выпрыгнула страшная красная фигура. Монстры-трупы, ощутив ауру королевы трупов, взревели. У них не было сознания, но они все же были понимающими. Ужасающая аура королевы трупов вызывала у них беспокойство. Королева трупов взмахнула рукой. Один труп-монстр был разорван на куски, другой труп-монстр закричал, и трупы-монстры, перестав нападать на черных трупов, начали окружать королеву трупов. Они действительно собирались бороться с ней. Это была отличная возможность. Чутянь вскинул руку с колокольчиком, взмахнул им, и вокруг него мгновенно собралось несколько трупов инь. Из-за слабого фундамента Чутянь не мог контролировать больше сотни трупов, но те, что собрались вокруг него, могли быть его телохранителями или даже живыми щитами, которые помогут ему сбежать. Почему вы до сих пор здесь? Вам жить не хочется. Бегите быстрее. Чутянь увидел группу цайды. Они были слишком слабыми, им нельзя было сталкиваться с королевой трупов лицом к лицу. Королева трупов двигалась, словно призрак, исчезая в черном тумане, который проникал в тело трупов монстров. Когда туман превращался в королеву трупов, с ее рук капала кровь, а в кулаках она сжимала сердце трупов. Трупы-монстры несколько секунд стояли на месте, а затем падали. С ними было покончено, со множеством жестоких трупов монстров было покончено.
3000 парящих гробов снова завибрировали, и на землю ступила очередная группа трупов монстров. Королева трупов подняла голову к небу и завопила, хлынула ужасающая волна энергии, Сайды, пламенный призрак и ледяной демон мгновенно упали в обморок. Это не влияло на сознание Чутеня, но его тело затвердело, ему стало трудно двигаться. 3000 плавающих гробов пострадали от какого-то вмешательства, словно кто-то бросил во вращающийся механизм гаечный ключ. Раздался странный скрежет. И массив перестал функционировать. У Чутеня чуть не выскочили глаза. Королева трупов совершенно неожиданно остановила работу массива, а это значило, что больше ни один труп-монстр не присоединится к сражению. Бежать, мог ли он бежать, сейчас ему было чрезвычайно трудно двигаться. Никто не мог скрыться от королевы трупов. Королева трупов, походившая на старуху, выглядела ужасно, все ее тело высохло до костей. Демонический взгляд королевы трупов становился тусклее и тусклее, а она с трудом произнесла: «Моё время на исходе». Чутянь был ошеломлен. Он видел, как погибает королева трупов. Но прежде чем сгореть, у нее было достаточно времени, чтобы убить Чутяня 1000 раз, однако. Королева трупов поступила шокирующе. Взяв адский меч, она вспорола себе живот, кожа на животе разошлась, и из ее утробы хлынул бесконечный поток черной демонической ци. Чутянь понял, что все 10 000 лет в ее животе сидело существо, соединяющее в себе демоническую ци и монструозную ци. Однако аура, которую увидел Чутянь, была прозрачной, эта энергия была гораздо сильнее самой древней энергии. Руки королевы трупов создали печать. Бесконечная демоническая аура стала собираться вместе, образуя гигантское белое яйцо. Через минуту скорлупа треснула, и из яйца выскочил пушистый комочек, похожий на лисенка. Его безупречное белое тело было размером с кулак. Это лицо Чутяня помрачнело. Существо, состоящее из примитивной древней энергии, можно было сравнить с древним духовным богом. Королева трупов вытянула палец, и черная пульсирующая руна впилась в грудь Чутяня, оставив на коже след, похожий на печать или татуировку. Контракт мастера. На лице королевы трупов было благоговение. Поставив лисенка на землю, она правой рукой разорвала себе грудь, достала изнутри золотое сердце и протянула его лисенку. Лисенок проглотил сердце. Потеряв сердце, королева трупов стала еще слабее. Это потомок святого господина. Королева трупов подняла голову, ее демонический взгляд потух. Теперь я оставляю его тебе. Моя жизнь кончена. Ее голос затих, на лице королевы трупов было расслабленное выражение, словно она избавилась от многолетнего бремени. Теперь ее тело напоминало глиняную фигуру, которая, покрываясь трещинами, рассыпалась на фрагменты. «Эй, подожди!» Чутянь никогда раньше не видел ничего подобного. «Объясни все перед тем, как умереть, что еще за святой господин». Тело королевы трупов окончательно рассыпалось, а прах разнесло ветром, и он затерялся в пустоте, словно его никогда не существовало. Жизнь королевы трупов оказалась такой короткой, а смыслом ее существования заключался в том, что она была сосудом, в котором создавалось это невероятное крошечное создание. Проглотив сердце королевы трупов, тело лисенка задрожало, а сам он открыл глаза. Его глаза, светящиеся ярко, словно драгоценные камни, источали особую привлекательность. Проснувшись, лисенок посмотрел направо, посмотрел налево и, наконец, увидев Чутяня, издал счастливый крик и прыгнул вперед. Лисье тело превратилось в туман. Исчез, появился. Он оказался перед ним и схватил его за правую ногу. Чёрт! Разве это не способность королевы трупов? Ошарашенный Чутянь оттолкнул его ногой. Что ты такое? Не хватай меня. Проваливай. Лисенок упрямо хватал его за ногу. Чутянь отталкивал его, но не мог от него избавиться. Чутянь не понимал, что это за существо. Даже его передовые знания не могли помочь ему, он никогда прежде не сталкивался с подобным. 30 000 лет было невероятным возрастом для цивилизации. В мгновение эйка прошли 30 000 лет. Кто знает, сколько цивилизаций предшествовало человеческой. Кто знает, сколько эпох достигли процветания и разрушились. Чутянь был из передовой цивилизации, но это не значило, что он может понять все тайны мира. Несколько тысяч лет здесь существовала секта, которая могла превзойти даже крупное королевство. Но почему они обосновались в месте, где было так мало духовной энергии? Все это время древняя гробница была не тем, чем ее считали. Лисенок запрыгнул на плечо Чутяня. Спокойно усевшись на нем, он облизывал пушистую лапу, покрытую чистым белым мехом, его глаза сияли ярко, словно драгоценные камни. И он, кажется, вел себя хорошо. Неважно. Королева трупов отдала ему лисенка. Может быть, это было предусмотрено судьбой, и Чутянь должен был сделать его своим домашним животным.
Подняв свой адский меч, Чутянь захватил множество окровавленных сердца. Когда лисенок увидел сердце, его глаза заблестели. «Ты хочешь его съесть?» Лисенок тут же кивнул головой. Чутянь удивился тому, что этот зверек понимал человеческую речь. Если Чутянь был путешественником из будущего, то этот лисенок пришел из прошлого. Чутянь был опытным и, конечно же, мог понимать многие языки, но этот лисенок только что родился. Как он мог уже понимать человеческую речь? «Хорошо, я дам тебе одно», — Чутянь протянул сердце. Лисенок радостно сжал его в лапках. Лисенок съел его за 2-3 укуса и посмотрел на остальные сердца. «Ты хочешь еще?» Лисенок кивнул. Чутянь дал ему еще одно сердце. Лисенок съел его за 2-3 укуса и протянул лапы, его сверкающие глаза смотрели на сердце трупов, а из пасти текла слюна. «Не могу поверить. Твой желудок размером с кулак, а может столько вмещать», Чутянь дал ему еще одно сердце, и лисенок быстро расправился с ним. Это было невозможно. В сердце накапливались трупная ци и энергия инь, но его поедал только что рожденный лисенок. Технически это было живое существо, поедающее сырой труп. Он словно стремился к смерти. Конечно, это маленькое существо нельзя было понять с помощью здравого смысла. Какое нормальное существо может жить в теле королевы трупов больше 10 тысяч лет? Ты не можешь больше есть. Чутянь убрал сердце прочь. Ты такой прожорливый, что я могу разориться. Я не могу принять того, кто не хочет работать, так что скажи, какая от тебя польза? Если ты научишь меня этой технике перемещения, я накормлю тебя до отвала». Лисенок пренебрежительно отвернулся. Черт, как высокомерен этот лисенок. Вдруг древняя гробница затряслась. Вероятно, это было связано со смертью королевы трупов, и теперь она должна была закрыться раньше срока. Нам нужно идти. Чутянь потряс колокольчиком, управляющим душой, и десятки солдат-марионеток стали складывать рядом сердца черных трупов инь. В общей сложности их оказалось около 100. Чутянь приказал трупам взять на руки потерявших сознание Цайды, пламенного призрака и ледяного демона. Затем он покинул древнюю гробницу так быстро, как только мог, чтобы вернуться обратно на черный рынок.